Друзья, приветствую вас на канале The Devil's Cast. Сегодня распакуем очередной сет, и это будет уже Fast Wagons. Такой замечательный сет 25-го года. Да, есть версия 21-го года. Там немножко, конечно, другие модели. Да и что ж немножко, там только на что Audi подходит. В этом наборе у нас что самое интересное, ну для меня, мне показалось, это, конечно, Mercedes. Он есть черный, белый и теперь красный. С исправленными, конечно, погрешностями, что было у черного. Неплохо стало смотреться и Audi 6, да, вот, RS6 Avant. Достаточно интересно. Ну, остальные модели уже больше подходят на любителя. Это Forester, его серое исполнение, да, есть синяя. Буквально в прошлом обзоре был синий он. И вот в 25-м году они выпустили его в сером цвете. Ну что ж, кстати, наверное, большинство они либо синий, либо серый. Такие очень популярные цвета для Форестера. Ну и не менее, наверное, интересно это Volvo, да, такой 850-й Estate. Мне всегда нравилось понятие Estate, как будто поместье, почему так звучит. Не сарай, не вагон, а поместье. Огромная моделька. Это вот такой спортивный вариант. Его можно причем встретить у разных производителей. То есть Hot Wheels не только они это делают, Volvo. Ну и такой момент, это, наверное, Chevelle 70-й вагон SS. Вот что-то, мне кажется, вот он немножечко здесь в сете просто уже выдуманный, добавленный. Я его прям за такой чисто вагон не считаю. Он больше похож на крытый пикап, да, такой, или каблучок, как у нас когда-то был. Ну что, сейчас мы распакуем эти модельки, посмотрим их более детально, более подробно, поразглядываем вместе с вами, ну а там уже будем определяться, все-таки годно или не очень. Такое бывает, кстати, у моделей, когда они в запакованном виде за счет карты выигрывают, а в распаке становятся немножко скучной. И наоборот, когда запакованная модель не такая хорошая, нежели когда ты ее распаковал и уже повертел в руках. Ну что ж, погнали. Первым, наверное, буду скрывать Mercedes. Что же это за Mercedes такой? Mercedes-Benz E36 AMG. Мне он понравился прежде всего, это, наверное, расширением кузова. Да, такой, все-таки это, наверное, не совсем обвес AMG, но расширение у него классное, на мой взгляд. Вот такая вот у него карта. Ну что ж, погнали. Вы знаете, смысла особо нет, каждый открывает там, где ему нравится. Но вот я открыл для себя, что у них очень удобно не прокалывать, а просто вот так вниз вставил и повел. Затем модель очень просто извлекается из карты. Ну что ж, первым делом с последнего времени стал обращать внимание на то, что у модели сбоку от карты она может быть затерта. Да, краска может быть вообще стерта. Это первое, что я стал обращать на модели. Так, ну вот. Mercedes. Ну, давайте пойдем по декалям. Мне кажется, чуть-чуть такая наехавшая решетка. Цвет красный. Очень приятный, на самом деле. Из всех двух его еще оставшихся вариаций, белый и черный, мне, наверное, больше всего нравится красный. Да, там черный имеет огрешности с дверьми. Да, они как будто не задуманы, что они тут вообще должны быть открываться. Выглядят, как будто они маленькие. Но вот, начиная с белого, они исправили это все. Такое тонированное стекло. Красный на черных дисках. Собственно, мне более ничего хотеть не нужно. Я брал весь набор, наверное, больше из-за этой модельки. Хотя можно было его взять и в дальнейшем просто одной моделькой. Крутятся колесики. Едет. Вот такой вот прекрасный Mercedes. Ну, а вторую модельку под номером 1 из этого набора, у нее есть Chase. В этом наборе Chase черная. Черная, мне кажется, выглядит максимально выигрышно. Да, и главное, Chase не указан на картах, что тоже интересно, да, какая модель из сета будет Chase.
всегда ли это первая модель, всегда ли нет. Ну, в данном случае модели в Чейзов все еще черные. Да, на текущий момент они уже будут отдельными моделями отдельных цветов. Но вернемся уже к самой Audi. Это RS6 Avant. Мне нравится, в принципе, кузов у Audi, у Avant, и в том числе, как у компании от Mini GT, ну и у Hot Wheels. То есть по размеру у Hot Wheels она максимально, я бы назвал, такая трушка. Потому что все модели, если раздутые, то сама по себе Audi в жизни очень огромная, широкая модель. Поэтому здесь они угадали. И колеса сделали хорошо, и расцветка тоже интересная достаточно. Вот тут такой вот ее вариация этой модели. Что ж, давайте скроем, посмотрим. Я стал теперь, повторюсь, этот трепещущий, животрепещущий вопрос. А сзади карты, моделька, остается ли она неповрежденной, не съехала ли краска. Потому что я буквально на днях в чате увидел, подсветили такую проблему, и меня стало теперь волновать это. Так. Здесь уже она достаточно плотно сидит в этом кейсе, в блистере. Ну, даже это к лучшему. Ну что ж, первое такое ощущение. Стал интересный принт у них на декалях фар. Как будто вот настоящие фары. Вот спереди выглядит как будто стекляшка. Нет, там, конечно же, нет никакой стекляшки. Это наклейка. Но сделано все очень хорошо, приятно смотрится. Но в целом вся передняя решетка — это вот эта вся большая наклейка. Да, если бы она была версия в базовой, то, скорее всего, не было бы чего-то сверху, сбоку. Тут все вот сделано. Номера есть. Ну и качество печати уже вот, если мы можем прочитать еще номер, то уже прочитать RS6 и что там, GT уже более сложно. Ну, опять-таки, такая вот моделька прикольная, как аудюха. Но чтобы вот просто для сравнения с Mini GT, ну, может быть, она едва шире и немного ниже, но опять-таки, да, это уже незначительное. Ну, тут еще в данном случае обвес какой-то есть у этого Mini GT. Ну да, она выглядит более приземленной, более широкой такой. Но неплохо, прям неплохо. Если сюда поставить какие-то более реалистичные колеса, потому что, мне кажется, белые очень отдает вот этот пластик, то она будет очень сильно вид изменит. В целом модель очень классная. Вот модель, которую, наверное, все-таки это уже больше даже не только коллекционерам, но и простым потребителям, у кого есть Subaru Forester, вот почему бы и не поохотиться, так сказать, не поискать себе эти модельки. Очень классно сделано, очень просто и классно. Вот Forester, он такой выражает, собственно, как и в жизни. Просто и классно. В данном случае от синего он отличается исключительно цветом. Ну и колеса. Колеса там другие. Там серые колеса у синего, а здесь они черные такие, шпицевые. Ну что же он? Да, это прям приятный Forester. Моделька моделькой. Что мне очень нравится, что зеркала есть. Вот мне нравится, когда они делают литье, где есть зеркала. Ну вот какие угодно, но хоть вот что-то, но зеркала. Ну, это очень классно. В данном случае очень классный Forester получился. Я думаю, если кому-то синий по каким-то причинам не понравился, то в этом исполнении понравится многим. Мне кажется, что им следует выпустить еще вишневый цвет, да, и там желтый будет в наборах. Ну, мы знаем, Hot Wheels, они максимум выжмут из этих наборов, из этих кастов. Ну и такой, наверное, прикол, наверное, больше. Это Hot Wheels, такой пламя, да, но без надписи Hot Wheels. Если на других моделях мы встречаем Hot Wheels и там будет надпись, то у Forester они по какой-то причине не сделали. Такое я, кстати, встречаю часто на поддельных Hot Wheels. Там вроде бы каст тот же, льется из... Ну,
определенно каких-то других сплавов, очень легкий, как фольга прям. И вот снизу тоже есть такая штука, но это подделка. Конкретно говорю сейчас за Ferrari. У Ferrari такая есть штука. Ну так, называемая Ferrari, там я не знаю, не помню, как она называется уже. Вот немножечко разбавляю. Про сам Forester. Кому нравится Forester, это определенно must have. Для всех остальных неплохая моделька. Тем более, сейчас их на рынке очень много. В принципе, можно купить, даже не то чтобы урвать, а купить достаточно ее дешево сейчас. В отличие от момента, когда выходил набор. На самом деле, неправильно говорить в целом такую оценку моделям. Наверное, скажу так. Какие нравятся мне, я все-таки делаю по большей части для себя. Могу ответить, что очень нравится, что бы я рекомендовал. Но вот модель, которую я не могу сказать, что она плохая. Вот просто, не скажу. Просто не в моем вкусе. Вроде бы интересная, сделана неплохо. И каст собрать, кто собирает все эти модели, тоже можно. Она не какая-то сверхъестественная. Но вот что-то не то для меня. Вроде даже и такая кирпичная, квадратная. Что-то очень не то. Но это никак не говорит о том, что она плохая. Сделана она хорошо. Оптика, да, декали, ну, правдоподобно, под Volvo. Видно, что Volvo, да, то есть старались. В раллийном каком-то она цвете. Серые колесики. Ну, колесики это на самом деле такая вкусовщина. Вот выбрали серые, были бы черные, были белые, ну, не знаю, все какое-то такое. И еще, что интересно, у этих моделей, как вот у Субарика, вот эта задняя часть, да, вроде бы где номер, это вот место клепки. То есть для кастома их скрываются клепки, и вот уже моделька оттуда вынимается. Вот коротко по Volvo. Volvo хорошая, зеркала есть что даже доработать. Даже какой-никакой салон. И что интересно, ну, все-таки Volvo, но руль у нее справа. Если у других моделей, в том числе Mercedes, Audi руль слева, то тут у Volvo руль справа. Что тоже очень интересно. Вроде как у них движение это правостороннее. Ну, не суть. Вот такая вот Volvo. Ну и завершающая модель сета — это шевель-вагон. Вот я ставлю, что он в запаке хуже, чем в распаке. То есть, что вот его нужно повертеть в руках, вот это подержать его вес, и будет более понятно о нем представление. Плотно так сидит. Ну что ж, ну да, он тяжеленный. Из прикольного это разноширокие колеса у него. Перед чем-то напоминает такой драгмобиль. Но на самом деле, если посмотреть, здесь вот своеобразно. У него вместо заклепки, я заметил, у серии вагон. Хотя все позволяет сделать две клепки. Они вот, может быть, это экономия. Chevrolet выглядит более чем классно. Так что в запаке он гораздо слабее. Вот просто в запакованной версии на него посмотрел и все. В распакованной выглядит он гораздо интереснее. Но все-таки я его вагоном сам не считаю. Даже здесь видно, что это у него крышечка. И по силуэту больше это не вагон, а как модельки Ford Ranchero, El Camino. То есть вот такие модели. Что потом уже дальше пошли пикапы и прочее. Вот я считаю вот таким же. Конечно же, здесь наверняка стоял какой-нибудь хороший двигатель, если бы это была настоящая модель. Цвет классный. У базовой серии достаточно много цветов на эту модель. Но здесь в первую очередь интересно это колеса. Прям почему-то колеса более всего понравились. Тем, что они разноширокие и в целом вот так вот утоплены в арке. Выглядит, конечно, забавно, когда вот так спереди смотришь. Но это прям вот что присуще драгмобилям. Ну, может быть, это и есть такой своеобразная версия драгмобиля. Ну что ж, вот он был, наверное, больше моделька, которую думал, если открою, будет совсем плохо. Оказалось, нет, гораздо интереснее он в открытом состоянии. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр.
Подводя итоги, набор в целом хороший. Есть, конечно же, модели, которые кому-то очень понравятся. Есть модели, которые, ну, вызывают откровенно хотя бы не отрицание. Потому что есть сеты, они будут в дальнейшем, которые модельки там достаточно слабые и даже никому не интересны они ни на первичном, ни на вторичном рынке. Ну, так как я приобретаю обычно наборами, и деваться от них особо-то и некуда. Так что впереди нас ждут еще распаковки. Давайте так, попробуем. Пишите в комментарии, какие наборы очень интересны вам посмотреть в распакованном виде. Я постараюсь найти, может быть, совместно с вами. Найдем, распакуем, посмотрим. И станет нам более интересно и понятно, что это за наборы. Все, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.